Всем привет! С вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, рассказывая про лотерею Green Card и о том, с какими сложностями победители последних двух розыгрышей столкнулись, я часто рассказываю про иммиграционных адвокатов, которые ведут те или иные дела. Я уже делала подробное видео на эту тему, где взвешивала все «за» и «против» вступления в иски. Ссылки на все видео на данную тематику вы найдете в описании. Не поленитесь их посмотреть, если этого еще не делали, они действительно очень полезны. И буквально недавно я рассказывала о том, что на сайтах некоторых адвокатов появились wait-листы, заполнив которые вы сможете получить уведомление о том, что открылся донабор в предыдущий иск, или появилась возможность вступить в новый. Я надеюсь, те, кто это сделали, уже получили уведомления, ознакомились с информацией и, может, даже уже приняли для себя то или иное решение. Сегодня я более детально хочу поговорить про новый иск от Кертиса Моррисона, который называется Big DV 2021 Lawsuit. Как обычно, ознакомиться со всей информацией вы сможете самостоятельно по ссылке, оставленной в описании. А сейчас я кратко пройдусь по всем важным пунктам и нюансам. Итак, поехали! Начну, пожалуй, с того, что вступить в иск можно до 31 мая включительно, и это здорово, ведь на принятие решения у вас есть целый месяц. Вы можете вступить и прямо сегодня, но также можете немного подождать, посмотреть на то, как продвигается работа посольств и принять за это время максимально взвешенное и правильное для вас решение. Мы никого не агитируем вступать, такое решение необходимо принимать самостоятельно. Мы сами еще не определились, но сделаем это в ближайшее время и обязательно расскажем на канале. Подавать иск Моррисон вместе со своей командой планирует 6 июня 2021 года и рассчитывает на проведение слушаний по ходатайству уже в июле. Однако вы должны понимать, что судья и государственные ответчики по регламенту могут затянуть начало процесса на срок до 60 дней, что иногда и случается. Но от этого не застрахован никто, и все очень зависит не только от адвоката, но и от судьи и от государственных ответчиков. Чтобы постараться этого избежать, после подачи иска адвокаты подадут и ходатайство об ускоренном рассмотрении дела, целью которого будет получение решения раньше, чем это происходит в подобных судебных разбирательствах. Для участия в данном иске победитель DV 2021 должен иметь заполненную и отправленную в консульский центр в Кентукки форму DS-260, а также не состоять в качестве истца ни в одном из уже существующих исков для победителей лотереи DV 2021. Стоимость участия в иске составит $1500, независимо от количества членов семьи. Это значит, что если вы планируете получать визу только на себя, вы платите $1500. Если вместе с вами визу планирует получать супруг или супруга и 5 детей, вы все равно платите $1500. Кроме того, первоначальный взнос на участие в иске составит всего $500, а оставшуюся сумму в размере 1000 вы должны будете оплатить только после получения визы и въезда в США. Целью данного иска, как и всех остальных исков, естественно, является получение виз для истцов. Команда юристов все еще готовит правовую базу для подачи иска, но все будет выстраиваться на том, что даже несмотря на то, что прокламация 10.014 была отменена, политика в отношении виз, введенная во время действия прокламации, действует и до сих пор, и затянувшийся негативный эффект последствий прокламации продолжает наносить непоправимый ущерб всем победителям DV 2021. Адвокаты будут бороться за то, чтобы Госдепартамент, консульский центр и посольство возобновили свою работу должным образом и приложили все усилия для выдачи виз истцам. Кроме того, если станет очевидно, что 55 тысяч виз до конца финансового года, а именно до 30 сентября 2021 выданы не будут, они собираются добиваться резерва виз и продления срока выдачи для участников иска. Хочу напомнить, что это не первые судебные иски для победителей лотереи, и с аналогичными ситуациями столкнулись победители DV 2020. Многие из вступивших в те или иные иски смогли получить визы в сентябре 2020 года, вопреки действию прокламации запрета, а потом в феврале 2021 даже улететь в США, снова-таки несмотря на все запреты. Кроме того, прямо сейчас продолжают идти суды по резерву 9000 виз для DV 2020, и, скорее всего, решение по этому делу будет принято уже в этом месяце. В случае положительного решения судьи, часть победителей DV 2020 смогут получить свои визы, несмотря на то, что финансовый год уже давно закончился, и это противоречит правилам лотереи. Я говорю это к тому, что хотя никаких гарантий того, что вступив в иск вы точно получите визы, адвокаты дать не могут, участие в иске, скорее всего, дает больше преимуществ, чем минусов.
Команда адвокатов, опираясь на юридическую практику и предыдущий опыт, будет всеми силами стараться ускорить процесс и добиться выдачи виз своим истцам, несмотря ни на что. Но что же будет с вашими $500, которые вы оплатили для участия в иске, в том случае, если визу вы не получите? Это хороший вопрос, и как я уже говорила в прошлых видео на тему исков, сумма является невозвратной. Вы платите эти деньги не за победу в суде, а за проделанную работу адвокатами, которая, поверьте, очень немаленькая. К тому же сумма в $500 в качестве первоначального взноса очень небольшая. А все потому, что это коллективный иск. Если бы вы нанимали адвоката, который бы вел только ваше дело, сумма была бы в десятки раз больше. И, кстати, даже несмотря на то, что такой адвокат занимался бы только вашим делом, шансов на положительное решение судьи, возможно, было бы еще меньше, так как проблема одного конкретного человека смотрится менее значимой, чем проблема целой группы истцов. И еще один важный момент по поводу денег. Как я говорила ранее, в случае получения визы и въезда в США вы должны будете оплатить остаток суммы в размере $1000. Эту сумму будет необходимо оплатить даже если виза будет выдана до окончания судебного процесса и даже в том случае, если судебный процесс на это никак не повлиял. Например, если просто случилось чудо и посольства начали работать намного быстрее самостоятельно. Если вы примете решение участвовать в иске, вы подпишете договор о предоплате, а также договор по оплате услуг адвокатов в полном объеме при въезде в США. В случае получения визы и пересечения границы США оплатить остаток желательно сразу, но в зависимости от обстоятельств и конкретных случаев компания будет готова пойти навстречу и оформить рассрочку на несколько месяцев. Лично я считаю это справедливым решением, а цену за предоставление адвокатских услуг очень лояльной. Как я уже говорила, мы пока и сами не знаем, будем вступать в этот иск или нет, но активно рассматриваем этот вопрос и как только примем какое-то решение, сразу вам сообщим. Подводя итоги всего вышесказанного, вступить в иск могут все, кто уже заполнил форму DS-260 и отправил ее в консульский центр в Кентукки. Получили вы запрос на сканы или нет, обработали вашу заявку или нет, неважно. Но очень важно, чтобы вы не состояли в других исках Моррисона и других иммиграционных адвокатов, связанных с лотереей DV 2021. И пока не ясно, будут ли добиваться адвокаты возможности переноса собеседований для истцов, например, из Узбекистана, Туркменистана и России в другие страны, где посольства уже работают. Но, скорее всего, да, ведь основной целью иска является не просто победа в суде, а именно получение виз любыми способами. В этом видео мы постарались не давать субъективную оценку, а только озвучили факты и ознакомили вас с имеющейся информацией. Чтобы понимать эту тему еще лучше, я настоятельно рекомендую ознакомиться с другими нашими видео на эту тему, а также со всей информацией непосредственно на официальном сайте адвоката. Ссылки на все это вы, конечно же, найдете в описании под видео. Ну а я, как и всегда, буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями на тему лотереи Green Card и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект, подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.